Сегодня хочу поделиться с вами одним потрясающим рецептом. Простая рыба на сковороде, но с таким маринадом и начинкой, что она превращается в настоящий деликатес. Мягкая, сочная, с ярким, чуть пикантным вкусом. И знаете, что самое интересное? Когда она остывает, становится еще вкуснее. Это один из тех случаев, когда холодное блюдо превосходит горячее. Готовится все быстро, а выглядит как праздничное блюдо, поэтому обязательно сохраняйте этот рецепт, чтобы не потерять. И на каждый день подойдет, и на праздничный стол. Сегодня у меня минтай. Хотела взять хек, но в магазине не было того, что нужно. Кстати, какая ваша любимая рыба? Напишите об этом в комментариях. Здесь у меня примерно килограмм рыбы. Хотя все зависит от того, в какой форме вы будете готовить. У меня глубокая форма, поэтому килограмма как раз хватает. Если у вас форма поменьше или пошире, то ориентируйтесь по ситуации. Кусочки режу не очень большие, можно также взять готовое филе. Режу на кусочки и складываю в миску. Теперь солю и перчу. Кстати, список всех продуктов для этого рецепта вы найдете в описании под видео. Перемешиваю, чтобы каждый кусочек пропитался. А теперь обваливаю каждый кусочек в муке. Не просто посыпаю сверху, а именно каждый кусочек отдельно беру и хорошенько обваливаю со всех сторон. Мука поможет рыбе не развалиться при жарке и создаст красивую корочку. Сковородку разогреваю хорошо, наливаю растительное масло, выкладываю рыбу и обжариваю до готовности с двух сторон. Не торопитесь переворачивать, дайте образоваться красивой золотистой корочке. Готовую рыбу сразу выкладываю в емкость поглубже. У меня специальная керамическая форма для запекания, но подойдет любая глубокая посуда. Кастрюля, например. Теперь займемся луком. Нарезаю его полукольцами. Здесь, знаете, дело вкуса. Кто-то любит побольше лука, кто-то поменьше. Но я вам скажу честно, в этом блюде лук получается просто волшебный. Это вообще отдельная история. Он пропитывается маринадом и становится хрустящим в то же время. Так что не жалейте лука. Кстати, хочу сказать вам спасибо за теплые слова в комментариях. Читаю каждый, и мне очень приятно. Напишите, нравится ли вам блюдо из рыбы. Ваш лайк и комментарий мне об этом скажут, и я буду знать, что такие рецепты вам интересны. Посыпаю часть лука на первый слой рыбы. Распределяю равномерно, чтобы в каждом кусочке потом был и лук, и рыба. А теперь приготовим маринад. Вот здесь весь секрет этого блюда. Беру томатную пасту, добавляю копченую сладкую паприку. Вот она-то и даст тот самый дымчатый аромат, который делает это блюдо особенным. Если у вас нет копченой паприки, можно взять обычную, но вкус будет немного другой. Растительное масло беру без запаха. Сахар. Уксус я беру натуральный яблочный. Можно взять и обычный столовый, но яблочный мягче и ароматнее. Соль, лавровый лист обязательно. И перец, черный горошек и душистый для аромата. Добавляю примерно 150 грамм воды. Можно чуть больше, смотрите по консистенции. Маринад должен получиться не слишком густой, но и не водянистый. Все тщательно перемешиваю в небольшом ковшике. У меня ковшик литра на 1,5 примерно, как раз подходящий размер. Ставлю на огонь и довожу до кипения. Пока маринад нагревается, натираю морковь на корейской терке. Если нет такой терки, можно натереть на обычной, крупной или нарезать тонкой соломкой. Морковь добавляю в ковшик. После закипания варю минут 5, не больше. Морковь должна остаться слегка хрустящей. Готовым горячим соусом поливаю рыбу. Не весь сразу. Примерно половину вместе с частью моркови. Распределяю равномерно. Теперь выкладываю второй слой рыбы, сверху оставшийся лук и выливаю весь оставшийся соус. Мне нравится, когда рыба полностью покрыта маринадом, так она лучше пропитывается. У вас может быть форма другого размера, тогда ориентируйтесь на пропорции, которые указаны в описании под видео, и готовьте по своему вкусу. Главное, чтобы рыба была покрыта маринадом. И вот теперь самое сложное, нужно подождать. Такую рыбу гораздо вкуснее есть через несколько часов, а лучше всего поставить в холодильник после остывания на всю ночь. За это время маринад частично впитается в рыбу, она станет более сочной и ароматной. Маринад получается кисло-сладкий на вкус, лук сохраняет хруст, рыба пропитывается всеми этими вкусами и ароматами. А копченая сладкая паприка играет роль вкусового акцента, который делает блюдо особенным. Если вы любите рыбу под маринадом, этот рецепт точно не оставит вас равнодушными. Насыщенный вкус, красивый цвет, аппетитный вид –
все, что нужно для хорошего блюда. Кому-то нравится покислее, добавьте больше уксуса, кому-то послаще, больше сахара. Если вам понравился этот рецепт, обязательно делитесь им с друзьями. Пусть и они попробуют приготовить что-то новенькое. Приятного аппетита и до встречи в следующих видео. Готовьте с удовольствием!